Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семёныч. Как в начале видео понятно, что у нас сегодня речь с вами пойдет о вновь приобретенной технике. Приобрел я вот такой вот мотобуксировщик. Пришел у меня из столицы снегоходной техники, это город Рыбинск, Ярославской области. Пришел у меня транспортной компании «Энергия» в город Куйбышев Новосибирской области, вот в такой вот обрешеточки. Так как у нас путь был не такой уж и близкий, поэтому заказал я вот такую вот обрешетку. Также вот пленочка, чтобы никаким ни мусором, ни грязью при транспортировке данный мотобуксировщик не заморался и пришел к нам в целости и сохранности. Но сейчас, прежде чем делать о нем обзор, эту сейчас обрешетку мы с вами снимем, чтобы более четко все рассмотреть. Ну все, приступаем. Ну вот и во всей красе наша техника. Мотобуксировщик под названием «Рыбак». Длиннобазый. Длина его составляет 1430 миллиметров, то есть 143 сантиметра. На катковой базе, есть также на склизовой, есть покороче, конечно же, базы. Вот такой вот у него вид. Вместе с вами первый раз я его открыл. Транспортная компания не стала его открывать, так как посмотрел, что обрешетка вся целая. Целлофан, который был обтянут, тоже весь целый. Ну и здесь вроде бы все нормально. С виду практически ничего такого особенного нету. Вот только единственное заметил, что вот немножко потертости, видать, когда ехал, шевелилась вот с этой стороны и вот с этой стороны, вот немножко. Конечно, неприятно, но не критично. Сюда я уже усмотрел, что натягивают ремешок, делают, чтобы он полностью так не опускался руль. Руль, как видите, усиленный, выполненный из профильной трубы. Я уже ознакомился. Ну как, вообще в целом я начал искать мотобуксировщик, не именно этот, а вообще в целом решил покупать его именно мотобуксировщик, так как, конечно же, охота какую-то внедорожную технику, которая могла бы передвигаться по большому глубокому снегу, возить меня на охоту, на рыбалку. Конечно, вы сейчас, допустим, скажете, ну а почему бы не приобрести снегоход какой-нибудь? Да, речи нет. У меня до этого тоже были снегоходы российского качества, и рысь у меня была, затем тайга, но случились такие жизненные ситуации, появились другие семейные приоритеты в жизни, что пришлось с ними распрощаться, ну и в более другую сферу вложить денежку. Ну а сейчас, насколько, как говорится, накопил, на том и ездить буду. Самое главное, что для меня сейчас, чтобы техника меня из пункта А привезла в пункт Б. Теперь уже, то есть нам никого не надо будет ждать, посмотрели, погода хорошая, ничего нам не мешает, чтобы съездить на охоту или на рыбалку. Сел и поехал. Покатавшись прошлую зиму на рыбалку на мотобуксировщиках разных производителей, мне мотобуксировщик очень, в принципе, понравился. Выполняет он функцию вполне хорошую, как и снегоход. Самое главное, доставляет в заданную точку рыбной ловли или там охоты, как вот буду ездить. В прошлом году я покатался на этих мотобуксировщиках. Мне очень сильно понравились они, как по проходимости, так и по расходу бензина. Очень сильно прям удивляют. И поэтому я занялся такой мыслью, почему бы не приобрести себе такой же. Так как снегоходы, сами прекрасно знаем, сколько стоят, баснословных денег. Вот, и поэтому решил пока приобрести мотобуксировщик. Начал
я их мониторить, эту технику, где-то с апреля или с мая месяца. Их, как с вами знаете, очень много производителей. Вроде бы выполняют одну и ту же функцию, вроде с виду сделаны все по одному и тому же принципу, но нет. Когда начинаешь углубляться, совершенно все по-разному. Вот и я мониторил технику, и вот однажды забрел на такой сайт. Я его, конечно же, оставлю ниже под видео, ссылочку на этот сайт Рыбак. Там прям производитель очень убежденно обо всех узлах и агрегатах, а также его производстве полностью все говорит и утверждает, что все сделано надежно и классно, в общем, удобно. Производитель давно уже занимался запасными частями к снегоходам, к мотобуксировщикам, и то есть со временем прислушивался к потребителю и сейчас вот начал выпускать такие вот мотобуксировщики под названием Рыбак. Мотобуксировщик я приобрел в максимальной комплектации, то есть, как я уже сказал, он длиннобаза идет, катковая у него подвеска, есть склизовая. Также в данной модификации можно легко заменить угол вот этот атаки, либо его поднять, либо его опустить. В данном случае он поднятый. Также вот в комплектации идет вот еще, чтобы его опустить. Здесь вот руководство по эксплуатации, скорее всего, свечной ключ. Выполнен он из профильной трубы. Здесь вот тоже руль довольно-таки мощно сделан. Также из профильной трубы 25 на 25, толщина стенки 2 миллиметра. Здесь вот 20 на 20, скорее всего, профильная труба. Капот, как видим, застегивается, как на снегоходе. Поднимается. Здесь вот петли. Так, здесь что он упирается вот в эту вот трубку. Все нормально. Ну и под капотом мы, как видим, установлен аккумулятор. То есть у нас электрозапуск. Вот он расположен. Есть вот такой вот реверс стоит. Чем он меня очень сильно привлек, это что на данном мотобуксировщике, а я практически ни на одном не видел, это реверс. Вот нейтраль. И вот. То есть это, наверное, вперед дэшка. Вот нейтраль. И вот так вот задняя скорость. То есть нам его, допустим, если мы где-то забуксуем, но это в любом случае, я думаю, наверное, произойдет. И чтобы его на себе уже не корячить, мы спокойно будем помогать. То есть так вот тащить. Ну и плюс будем газовать. И вот даже вот все равно проблемно назад оттолкнуть. А здесь уже без всяких проблем он нам будет помогать. Установлен вот такой вот двигатель КП 460Е. Двигатель у нас китайского производства. На него, кстати, гарантия 1 год. А на все остальные части, трансмиссию, гарантия 2 года производитель дает. Установлена вот такая вот фара, которая меняет угол света. Также производитель заявляет, что фара не мерцает, но мы это, конечно же, проверим. На данном двигателе у нас 20 лошадиных сил. Вот такая вот пробочка уже стоит, как практически как на автомобиле, как на снегоходе. Раньше просто полуоборотная была, и все. Здесь, как видим, установлены самоцентрирующиеся подшипники корпусные. Двигатель у нас стоит вот с такими вот подушечками и под наклоном. То есть, допустим, когда мы идем по снегу, едем, он слегка будет подниматься, тем самым двигатель будет выравниваться. Рама
Очень качественно вроде как сделано. Даже сварных швов не видно. По-видимому, они, наверное, или изнутри, или как сделаны. На болтиках, как видим, 8,8 класс прочности стоит. Но мы сейчас, конечно же, возьмем ключики, все абсолютно проверим. Может быть, где-то что-то как-то и стоит подтянуть. Цепь здесь стоит ижевская. Вот такой вот натяжитель на пружинке. Все прошприцуем, все, что можно. Везде масла посмотрим. Все здесь регулируется. Вот. В общем, посмотрим. Вариатор здесь вроде как Safari стоит. Ремень Рубена 30 миллиметров. С аккумулятором почему я тоже взял? Так как у меня, кто давно подписан на канале, видели, что есть электробор. То есть я сюда хочу подсоединять. Подъехал к лунке, пробурил, когда лед у нас будет очень большой уже. И все, и без всяких проблем. Окрашен хорошо так. Порошковая красочка написано. Ну и здесь вроде все элементы прокрашены. Заглушечки вон стоят даже на маленьких трубках. Здесь вот на больших. Ну сюда мы какой-нибудь этот сделаем ящичек. Также я приобрел сразу же чехол для двигателя, так как очень много читал, да и сам видел, когда едут на таком вот двигателе, и он обмерзает, своего рода конденсат происходит. Фильтр замерзает. Здесь фильтр у нас вот какой стоит, сейчас покажу. Круглый должен стоять. Да, совершенно все верно, вот он. Ну а когда этот ставит уже, чехол, все это проблема исчезает. Ездит как в порядке вещей. Ну и дай бог, что и мы будем делать. Так, пока мне все нравится. Начиная от покупки, заканчивая пока доставкой. Ну и сейчас у нас только зима начинается. Посмотрим, какая будет на нем эксплуатация. Ну а сейчас попробуем произвести запуск двигателя. Съездим сейчас за бензином. Масло я посмотрел, есть. Здесь вот такой вот руль. Здесь вот этот вот поролончик, чтобы там на капоте не нашоркало, пока он ехал. Здесь также у нас есть что? Прикуриватель, по-моему. USB зарядка. Да, совершенно верно. Вот. Посмотрим, работает здесь, что не работает. Должно, конечно же, работать. Свет. Ближний, дальний, что ли? Так, чека вот. Также здесь тормоз у нас стоит. Вот он, диск тормоза. В общем, в полной комплектации. Также на этот мотобуксировщик можно сделать толкач. Либо приобрести его, либо самим сделать. Так как у меня семья большая, состоит практически вся из мужского пола, 3 сына и мама наша. Поэтому сделаем, скорее всего, может быть, к весне, ну, будет свободное время. Сделаем модуль толкач, а может, финансы, если будут позволять, так и приобретем его. Вот, но ничего там сложного нету сделать. Ну и будем кататься. Здесь я смотрел вперед, маслица есть уже. Вот. Ну, сейчас сделаем пробный запуск.
Кататься, конечно, не будем, наверное, уже сегодня, так как надо все просмотреть, все прошприцевать, проверить. Хоть и заявляет это все, но все равно лучше, как говорится, все просмотреть, перебдеть. Руль легко складывается. Вот так вот, такими вот мощнявыми болтиками. Затянул, как говорится, и поехал. Все, вот он уже. Ну, чтобы вот эту вот раму не держать, как я уже сказал, здесь вот ремешочек сделаем, и он туда. И то есть она до какого-то момента будет опускаться, и все. И мы благополучно будем ехать. Но сейчас, как я уже сказал, заправим и попробуем произвести запуск двигателя. Но перед тем, как будем запускать, бензин, само собой, зальем. Ну и все-таки посмотрим эту инструкцию. Вдруг там что... Привык я их просто читать перед использованием. Инструкция по эксплуатации. В этот пакет, как мы видим, входит инструкция по эксплуатации мотобуксировщика. Здесь дальше дополнение к инструкции по эксплуатации мотобуксировщика для модели с предустановленной коробкой реверса. Это наше вот все красочно, так красиво. Движение вперед, движение назад, как я и говорил. Переключение. Ну, мы сейчас ознакомимся. Так, далее руководство пользователя. Это двигатель, скорее всего. Да, совершенно верно. Гарантия. Талон. Так, ну и как я уже говорил, вот такой вот свечной ключ. И вот такие вот для изменения угла атаки. Как видим, без заусенцев. Все у них сделано на ЧПУ, на станках. Покрашено все хорошо. Ладно, это все обратно. А сейчас ознакомимся с инструкцией. Пока знакомился с инструкцией, маленечко время уже ушло. Сейчас подсоединим. Маленько время уже ушло, ничего страшного. Мы ехать все равно никуда не собрались, а просто попробовать запустить. Так, клемму присоединили. Положение включено. То, что будем запускать с ручного стартера. Бензином мы заправились. До полного сказано в руководстве по эксплуатации не заправлять, поэтому я так и сделал. Крышку здесь никогда не потеряешь, я так думаю. Так. После чего... Так, открыть баки. Выключен, включен. Так, включаем. Подсасываем. Подкачиваем, вернее, топливо. Так, заслонку закрываем. Так, ну и по идее, так, это у нас в нейтральном. По идее, должен запуститься. В инструкции сказано, что даже чуть ли не с первого раза. Так, вот уперся и пореже. Порезче, вернее. Все, ровненько шепчет.
объемистый. Хлопс. И все, заглох. На кнопочку так. Класс. Класс, я считаю. Ну что, уважаемые зрители, на этом, наверное, наше сегодняшнее видео завершаем, так как у нас на улице уже сумерки начинаются. Сейчас качество видео даже уже не то будет. Так что милости просим на канал, кто владеет данной техникой, кто хочет увидеть владение, эксплуатацию, обслуживание и прочее на этой технике, тоже просим милости в гости. Подписывайтесь на канал. Будет много интересного, как и обслуживание данной техники, так и езда на данной технике. Ну и ездить будем, конечно же, на рыбалку и на охоту. Мы же просто так для покатушек ее практически не берем. Покатушки будут по праздникам, и то только на активный отдых, я так думаю. Просто так кататься, бог и знает, смысла не вижу. Поэтому, кому интересно, задавайте вопросы, пишите комментарии, отвечу всем без исключения. Первые мои все впечатления, все положительные, как я уже сказал, с начала заказа данного товара, выбора, ответа сотрудников производства на все вопросы абсолютно. Консультировали по каждому узлу и по каждому детальке там, ну, в общем, по всему. Кто еще не приобрел такую технику, так что будете следить. Я тоже владелец впервые этой техники. Все сейчас полностью делал вместе с вами. В первый раз причем. Так что, кто хочет и у кого такая техника уже есть, подсказывайте, где что как. Где-то я, может быть, чем-то подскажу. Так что милости просим в гости. Ну и всем всего доброго. До новых встреч где-нибудь на природе, когда будем обкатывать этот мотобуксировщик. Ну все, всем пока. До новых встреч. Класс.